Представляете, сегодня готовим пирог со вкусом детства. Признавайтесь, кто так же, как и я, обожает клубнику со сметаной? Пишите в комментариях «Хочу клубнику» и ставьте лайк этому видео, потому что сегодня у нас бесподобный пирог клубника в сметане. Этот пирог намного вкуснее торта и готовится, очень быстро и просто. Все, как вы любите. Вот такие продукты для пирога мне понадобятся. Все продукты я использую комнатной температуры. В миску кладу мягкое сливочное масло. Я заранее постаралась достать его из холодильника, тогда оно становится вот таким мягким, податливым. Здесь у меня 50 грамм сливочного масла. Всыпаю 50 грамм сахара, это 2,5 столовых ложки без горки. Добавляю маленькую щепотку соли буквально на кончике ножа и все хорошо перемешиваю при помощи лопатки или обычной ложки. Нужно просто растереть сахар со сливочным маслом до однородности. Разбиваю 2 куриных яичка. И вот так хорошо перемешиваю. Здесь у меня 200 грамм муки, это 10 столовых ложек без горки, и 1 чайная ложка разрыхлителя. Я добавляю разрыхлитель в муку и вот так перемешиваю, чтобы ингредиенты хорошо объединились. И теперь частями просеиваю муку в тесто. Как видите, продукты для этого пирога я беру самые простые, и при этом пирог готовится очень быстро и получится действительно очень-очень вкусным. Сейчас мы с вами готовим песочное тесто, но это не обычное тесто, оно получится очень-очень мягким и нежным. Что-то среднее между мягким кексом и песочным печеньем. Домешиваю тесто на столе. Лишнюю муку не добавляйте, лучше положите чуть меньше, чем больше, потому что для этого рецепта это очень важно, чтобы тесто получилось действительно мягким и не забитым мукой. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. Все уже готово. Я беру форму, у меня разъемная. Ку-ку, привет! Как ваши дела? Напишите мне любой комментарий или оставьте смайлик, мне будет очень приятно. Если у вас нет разъемной формы, просто застелите любую форму пергаментом и сделайте высоту бортиков пергамента такой, чтобы он был выше стеночек формы, тогда вы легко сможете потянуть за пергамент и достать готовый пирог из формы. Теперь выкладываю наше тесто в форму и вот так просто ручками распределяю тесто по дну формы. Оно очень мягкое, податливое, поэтому все делается очень просто, быстро и легко. Беру вилочку и накалываю тесто. Вот так. Тесто желательно наколоть, чтобы корж не вздувался во время выпечки и получился ровненьким и красивым. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Отправляю корж в духовку и выпекаю около 17 минут до полной готовности. Вы ориентируйтесь по вашей духовке и по готовности коржа. Все уже готово. Оставляем корж остывать, а пока займемся тем, ради чего, собственно говоря, мы с вами здесь все и собрались. Приготовим клубнику в сметане, как я и обещала. Здесь в миске у меня 10 грамм быстрорастворимого желатина. Добавляю 70 мл воды. Хорошо перемешиваю и отставляю в сторону буквально на 5-10 минут, чтобы желатин хорошенько набух. В миску отправляю 500 грамм сметаны. Сметану можете брать любой жирности, но, как известно, чем жирнее, тем вкуснее. Всыпаю 120 грамм сахара, это примерно 6 столовых ложек без горки. И сюда же отправляю чайную ложку ванильного сахара для приятного ванильного аромата готового пирога. Сахар вы можете добавлять по своему вкусу, чуть больше или меньше, как вы больше любите. И, конечно, также сладость придаст клубника, которую мы сейчас будем смешивать с нашим сметанным кремом. Посмотрите, все хорошенько перемешали, крем получился вот такой вот однородный. И, наконец, дошла очередь до самой ароматной,
самой красивой ягоды лета – это, конечно же, клубника. Хорошенько промываем клубнику, чтобы она была чистенькая. Клубнику обязательно обсушите на бумажном полотенце или на салфеточках для того, чтобы она была не водянистая, а достаточно сухая в креме. И теперь отрезаем плодоножки и нарезаем клубнику, в общем-то, произвольными кусочками. Можете нарезать кружками, треугольничками, пополам, на 4 части. Все зависит от размера ваших ягодок. И постарайтесь взять клубнику плотненькую, чтобы она не расползалась, а хорошо держала форму и была такой упругой, приятной в готовом пироге по текстуре, по своим вкусовым качествам. Посмотрите, как классно уже набух желатин, можно сказать, практически ложка стоит. Давайте теперь аккуратненько растопим желатин. Можно это сделать в микроволновке, нагревая желатин непродолжительное время короткими импульсами, постоянно проверяя, чтобы он не перегрелся и не закипел. Или на плите. Главное, не доводите желатин до кипения, просто растворяем. Вливаю растопленный желатин в сметанный крем и одновременно довольно интенсивно перемешиваю венчиком, чтобы желатин хорошо объединился со сметаной и в процессе перемешивания в готовом креме не образовались комочки. В крем отправляю нарезанную клубнику и аккуратненько смешиваю клубнику со сметаной. Выкладываю клубнику в сметане на наш песочный корж и аккуратненько разравниваю, распределяю. Пирог уже практически готов, останется только убрать его на несколько часов в холодильник, примерно на 4 часа будет достаточно, но можно оставить на ночь, от этого хуже не будет, пирог только лучше застынет. Ребята, аромат стоит просто потрясающий. Такая невероятная свежесть ароматной клубники и сливочно-ванильный вкус сметаны. На мгновение я даже почувствовала себя маленькой девочкой, которая ложкой из миски ест клубнику со сметаной и получает от этого просто невероятное удовольствие. Это очень вкусно, вы сами знаете. Та-дам! Наш клубничный пирог лучше, чем торт, уже готов. Аккуратненько снимаем форму, убираем пергамент и можно наслаждаться. Если вы, конечно, как и я, не съели половину крема с клубникой еще из миски в процессе приготовления. Но это неудивительно. Я вас прекрасно понимаю. Я делаю так же. Уже просто не терпится поскорее отрезать кусочек и, наконец, насладиться вкусом этого ароматного клубничного пирога со сметаной. Сочетание нежного рассыпчатого песочного теста со сметанным кремом и с ароматной клубникой. По вкусу этот торт очень легкий и невесомый. Вы можете скушать кусочек и даже не ощутите тяжести от него, потому что он легкий, вкусный и ароматный. Съедается в одно мгновение, вы даже не успеете глазом моргнуть, как торт исчезнет со стола. Друзья, это очень вкусно. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. А также поставьте лайк этому видео и поделитесь, пожалуйста, этим рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Тогда вы сохраните рецепт на своей страничке в соцсетях и уже точно его не потеряете. Приготовь, поделись, подпишись. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Не забудьте подписаться на канал и скоро увидимся.